Всем привет! Меня зовут Елена. Это канал Вяжу с удовольствием. Сегодня я вам хочу показать, как вяжется вот такая интересная оригинальная шапочка крючком на основе повязки, которую я показывала в прошлом видео. Ссылочку на то видео я оставлю в инфобоксе, либо в правом верхнем углу. Здесь всего лишь я привязала макушку у шапочки, и получилась вот такая оригинальная вещица. Конечно же, она больше всего подойдет на весну, поскольку она такая довольно-таки продуваемая. Но, в принципе, можно сделать подкладку, и будет довольно теплая вещь. Как ее вязать, я дальше подробно рассказываю. И кому интересно, присоединяйтесь. Немножечко расскажу про размеры, как их можно увеличить, как их можно уменьшить. Так, ширина шапочки у меня 25, полуобхват шапочки. Так, высота шапочки одной части только вот до того, как я начала убавлять макушку, 14 сантиметров в высоту. Макушка составляет 5,5 сантиметров. Итого высота шапочки, 19 сантиметров, грубо говоря, вот так вот. Если вам нужен обхват головы больше, у меня вязался на обхват головы 56-58 сантиметров, то вы, естественно, вяжете вот эту часть длиннее. Вот. Если вам нужна высота еще больше, то можно делать убавки не в каждом ряду, как я показываю там в видео дальше, а через ряд. То есть в первом ряду мы делаем убавки, второй провязываем без убавок и так дальше до конца. Здесь я использовала пряжу в 100 граммах 150 метров. Здесь у меня полушерсть, пехорка народная. И ушло даже не полных 2 мотка. В общем, меньше 200 граммов у меня ушло. Не полный белый и не полный вот этот серый моток. Можно, конечно же, вязать однотонную вещь, не обязательно ее делать двухцветной. Так что это уже все на ваше усмотрение. Шапочка получается здесь немножко в задней части со швом, а вот эта вот макушечка, она получается как бы бесшовная. Ну и все. Дальше в видео я подробно рассказываю, как вязать вот эту часть, как я уже сказала, это отдельное видео по повязке. Там подробно я рассказала, как вязать, как обвязывать вот этот край. Вот, кому интересно, то посмотрите и приступайте к работе. Всем приятного творчества и, конечно же, смотрите видео дальше. Я продолжаю вязание своей шапки. Вот эта часть у меня готова. Чтобы связать эту часть, нужно посмотреть видео повязка челма крючком. Я оставлю вам ссылочку где-нибудь в правом верхнем углу, либо внизу в описании видео, под видео. И вы можете посмотреть, кому интересно. А сейчас я буду вязать макушку. Вот для этого я сделала петельку уже. И с противоположной стороны, не здесь, где у меня обвязано рабочим шагом, а сверху, буду начинать вязать первый ряд. Соединительными столбиками делаю первую петельку и продолжаю, вкалываюсь и соединительную петельку делаю. Это для того, чтобы у нас был более аккуратный переход на второй ряд, поскольку здесь у нас 2 цвета, серый и белый. Вот. И когда петельки поднимаются из тела столбика, если мы переходим сразу к вязанию столбиков, то это выглядит не очень аккуратно все-таки. Поэтому лучше сначала вот так провязать, а потом уже переходить к столбикам непосредственно высоким. Вот. Вяжем такое количество этих соединительных столбиков, чтобы они делились на 10. Вот. Чтобы это количество столбиков делилось на 10. Мы потом будем закрывать, и вы поймете, почему так нужно сделать.
Вот, набирайте и считайте столбики. Все, я закончила ряд, у меня получилось 80 столбиков. Вот я теперь соединяю эту последнюю петельку с первой и делаю соединительную петлю. Теперь поднимаюсь на 2 воздушные петли, накид, и теперь буду вязать полустолбики за заднюю стеночку вот этой вот этих петелек. Обычные полустолбики. Весь ряд мы свяжем обычными полустолбиками. В общем, вяжем до конца края, до конца ряда. Я закончила ряд, соединяюсь во второй воздушной петле, делаю 2 воздушные петли подъема, накид, и дальше также продолжаю за заднюю стеночку вязать второй полустолбик, третий полустолбик, четвертый полустолбик, пятый полустолбик, шестой полустолбик, седьмой полустолбик и восьмой полустолбик. Сейчас мы будем уже начинать убавки. А 9 и 10 мы провяжем вместе. Накид, так, 9 полустолбик недовязанный и 10 полустолбик недовязанный. Провязываем. Провязали. И продолжаем дальше. Следующий клин вязать. Следующие 8 полустолбиков мы просто вяжем. 1. Нужно стараться так вязать, чтобы дырочек здесь было как можно меньше. Первый полустолбик, накид. Вот здесь мы прокалываем 2 ниточки, не вот эту вот одну, а вот так вот 2 ниточки, чтобы попадать под 2, чтобы здесь у нас не было такой большой дырки. Второй полустолбик, третий полустолбик, четвертый полустолбик, пятый, шестой, седьмой, восьмой. 9, 10 мы вяжем вместе. Накид, петля, 9 полустолбик не довязываем, накид, петля, 10 полустолбик не довязываем. И теперь все эти 3 петельки провязываем вместе. Так, вот вторая убавочка у нас получилась. Вяжем таким образом до конца ряда. У меня здесь 80 петель по кругу, поэтому у меня должно получиться 8 клинышков. Подошла я к последней убавочке в этом ряду, провязала 8 столбиков последних, и осталось у меня 2. Накид, 9 столбик, накид, 10 полустолбик недовязанный. Их провязываем и соединяемся. Это как бы вот 2 воздушные петли, это будет первый столбик следующего клина, первого нашего. И снова начинаем убавки. Это первый, второй. Теперь будем провязывать 7 полустолбиков сначала, а 8 и 9 будем провязывать вместе. Третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Вот теперь 8, 9 подошли, будем их вместе провязывать. 8 недовязанный, 9 недовязанный, и провязываем все петельки вместе. Дальше накид, следующий у нас клин, первый полустолбик,
второй полустолбик, третий полустолбик, четвертый полустолбик, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый мы провязываем вместе. Восьмой полустолбик, девятый полустолбик незаконченный и вместе все петельки. Вторая убавочка получилась. Следующий клин то же самое. Сначала 7 провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И 8, 9 вместе. 8, 9 недовязанные и все вместе провязываем. Вот у нас уже видно, что у нас уже есть убавление. Продолжаем дальше до конца ряда. В следующем клине у нас сначала будет 6 полных столбиков, а 7 и 8 мы будем сокращать. Так, закончила я ряд. Теперь я буду вязать следующий ряд, где 6 я столбиков провязываю, 6 полустолбиков, а 7 и 8 я буду сокращать. Так, первый, в общем, из 2 воздушных петель подъема. Дальше второй полустолбик, третий полустолбик, четвертый, пятый, так, шестой, а 7 и 8 сокращается. Так, 7 недовязанный полустолбик, 8 недовязанный полустолбик и провязываем все вместе. Следующий клин то же самое. Сначала 6 полустолбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, накид и 7, 8, 1 и 2. Их вместе провязываем. 7 и 8. Все, таким образом вяжем весь ряд до конца. В следующем ряду мы уже будем провязывать полных 5 полустолбиков, 6, 7 сокращается. Далее следующий ряд 4 полных столбика, 5, 6 сокращается. Далее 3 полных столбика, 4, 5 сокращается и так далее, пока у нас в каждом клинышке не останется по 2 петельки. И потом я подключусь и покажу, что делать дальше. Я еще забыла сказать, что на каком-то из этапов, когда вы там довяжете до какого-то определенного места, вот я, например, довязала до ряда, где у меня всего лишь в клине 5 петель, то есть 3 провязываемых столбика должно быть и 2 сокращаемых столбика. Примерьте на себя и определите, если вам мало, если вам нужно еще повязать дальше макушку, то вы продолжайте убавки до конца. А я померила и определила, что мне уже нужно шапочку сокращать, поэтому я сейчас буду делать убавки еще более интенсивно. То есть я провяжу только 2 первых столбика, а последние 3 я буду сокращать. 1 недовязанный, 2 недовязанный и 3 недовязанный. Я их всех вместе провяжу. Дальше то же самое. Первый провязываем, второй
провязываем, а следующие 3 столбика сокращаем. 1 провязываем, 2 провязываем, а 3 последних сокращаем. Так, я же уже их провязала, первые 2 провязала. Так, вот 3 последних сокращаем. 1, 2 и 3. Так, следующий клин. Первый столбик провязываем, второй столбик провязываем, 3 и 3 последних сокращаем. 1, 2 и 3. Все так вяжем до конца ряда. Но если вам, конечно, еще нужно повязать макушку, вы, естественно, вяжете, как мы вязали, в таком же ритме до конца, чтобы макушечка была повыше. Все, у меня осталось вот такое вот отверстие. Я сейчас соберу его на ниточку, эти все петельки, и стяну. Так, отрезаем. Просто петельку закрепляем, протягиваем ниточку через эту петельку, чтобы у нас шапка ни в коем случае не распустилась. Берем иголочку, вставляем ниточку и начинаем собирать на нее все петельки. Таким образом просто каждую петельку собираем. Протягиваем ниточку, стягиваем. Можно через петельку. Так. До конца, в общем. Все собираем. Хорошенько стягиваем. Так, можно вот на другую сторону перейти, на изнаночную, и там стянуть. Закрепимся как-нибудь получше. Сначала стянем, чтобы дырочки не было. Так, иголочкой. Так, где-нибудь в другом месте тут что-то я не могу проколоть. Хорошенечко закрепим, и ниточку можно спрятать. Иголочкой вот так протянем. Неудобную иголку взяла, конечно, не трикотажную. Эх. Так, все.
можно отстригать. Так, все, вот такая макушечка у нас получается. Нужно постирать, естественно, шапочку, чтобы все легло как надо. Нитки все убрать, которые торчат, ненужные. Это у меня уже закреплена, я просто отстригну. Все, и получается вот такая вот шапуля с макушечкой. Так. Проводим влажную обработку, высушиваем и носим с большим удовольствием. Всем огромное спасибо за внимание. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Всем пока-пока. Не забывайте подписываться и оставлять свои комментарии. Увидимся в новых интересных видео. С вами была Елена.